Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в игру Stationers. Выживаем на Марсе. Прошлую серию мы закончили на том, что мы занимались настройкой хладогена, соединение его с радиаторами, настраивали систему охлаждения и делали вот такую обратку, соединили с фильтровальной станцией. То есть я вот это помещение буду называть фильтровальной станцией. Это пока еще не помещение, но так оно есть. Мне нужно заварить пол, который я снял. Это первое, что нужно сделать. А дальше у меня по плану сделать экономию расхода электроэнергии на, собственно, вот эту закольцованную систему с хладогеном. В чем суть? Суть у нас в том, что сейчас мы тут провалимся. Да, суть в том, что два этих регулятора давления, они едят вместе одновременно 200 ватт энергии. Если они включены всегда и постоянно, даже тогда, когда не нужно. Нам нужно оптимизировать, потому что, как бы, да, крохи. Кто-то скажет, да поставь себе еще одну солнечную панель, да забей. Но нет, это не крохи, это все должно последовательно и постепенно быть упорядочено. По крайней мере, это так считаю я. Я позаваривал, теперь я нигде не провалюсь. Кстати, я интересовался посмотреть, не сломались ли мои солнечные панели после бури. Собственно, я полезу наверх и посмотрю. Они одна повернута правильно, а остальные неестественно вывернуты. Почему-то. Ну, а потому что я косой, и в прошлый раз я поставил их вот на две ножки. И, кстати, она повреждена на 49%. То есть, я так понимаю, что то, что здесь стекло, оно вообще не спасает. Как-то ни разу. Получается, после каждой бури нужно заниматься починкой. Я сейчас их, наверное, переставлю. То есть планы у меня были, конечно, но сейчас вопрос в солнечных панелях. Получается, что они же везде закрыты. Она на 43% повреждена. То есть две бури и все. Что, тогда вопрос понятен. Надо это снимать, проверять и ремонтировать. И, наверное, смотреть, может у меня где-то открыто. Даже непредвиденное такое. Я еще проэкспериментирую, уберу отсюда вентиляцию. Не уверен, что она что-то делает плохое. Но раз есть проблема, значит плохое она делает. Просто в чем еще может быть вопрос? Ну, может быть вопрос в том, что я где-то не закрыл стекло. Теперь у меня здесь, по идее, должен быть... Не знаю, может здесь вакуум сделать вообще.
Я надеюсь, кто-нибудь досмотрит до этого момента и пишет из экспертов, кто знает, в чем проблема, подскажет мне кто-нибудь, в чем проблема с моими солнечными панелями. Чё они ломаются? Рейка сел, да? Конечно же, да. Здесь у меня стекло стоит. Даже вот так ломик возьму. Вот. Стекла есть. Здесь есть стекла. Головой побиться об них. Можно головой не биться. Так она, конечно, я переставил, она сразу стала целой. Это же будет просто катастрофа каждый раз заниматься переустановкой панелей. Ну что, эксперимент без вентиляции, посмотрим, будет ли держать. Точно же все стекла на месте. Посмотрим, посмотрим, понаблюдаем. Теперь я возвращаюсь обратно посмотреть, что я забыл. Да, я хочу сэкономить энергию на вот этих вот двух включенных постоянно регуляторах давления. И, например, выключать тоже вот анализатор трубы тогда, когда он не нужен. Делать я это буду чипом. Сейчас пойду найду тут. Не, микропроцессором. Это все поскидывать. Можно даже, скажем так, выключать мониторы, когда они не нужны. Сейчас будем пробовать. Говорит обезвоживание. Семена уже можно собрать.
Свет выключен. Можно переодеть шлем. Снять. Собирался. Все, попил. Успокоился. Вот еще батончик откуси. Теперь повыкладываем все лишнее из карманов. Батончик в руках носит. Повыкладываю то, что мне прям под рукой в данный момент не нужно. Теперь мне нужен сокет и IC10 процессор. Сам сокет ест 50 Вт. Но это будет не 200 Вт, как сейчас едят оба регулятора. Ставлю я его где-то сюда, в смежную часть. Будет он у меня вот тут стоять. Я лучше снизу даже. Так. Естественно, я не вижу, куда я его ставлю. Так, а что я здесь могу сделать? Я могу сорвать эту панель, а у меня получится сразу разгерметизация. Тогда я поставлю стеночку с обратной стороны. И лист металла. А не лист металла сразу. Не понял. Почему у меня света нет? А, ну да, потому что я не одел. Низкий заряд. Когда торопишься, так бывает. Что и напишу программу для экономии электричества на регуляторах. Чтобы они не работали, когда они не нужны. Стеночку я хотел поставить. Вот сокет, его задняя часть. Вот эта лампа, она же включается, я так понимаю, на улицу каждый раз, когда я в доме. Же не очень хорошо, правда? Заберу. Так, с той стороны зашил. Анализатор как-нибудь обзовем. У нас будет анализатор газа. Да гения. Это у нас будет выпускной регулятор. Так, назовем его регулятор. Регулятор. Ладоген. Выпуск. Будет регулятор. Ладоген. Накачка.
Вот так. Теперь я сорву панельку. Его подписать. Название этого нашего... Можно стеночку отсюда снять. У меня дверь где-то была, да? Была же где-то дверь. Вот, у меня здесь. По идее, я могу... Не знаю, получится, не получится. Я вот такой модный. Его не получится поставить, что в стыках стоит оборудование. Ладно, тогда будем без модного щита. Там нормально планировать, чтобы такие щиты ставить. И так как я натулил, кстати, батареечку менять, что я мучаюсь. Да. Теперь у нас он подключается, этот сокет. Гнездо называется сокет, а предмет, который внутри, называется микропроцессор. Это у нас будет хладоген, управление хладогеном. Желательно на английском, потому что кириллицу про компьютер не видит. Кулер, газ, контрол. Вот так. По крайней мере, я это вижу именно так. Мониторы включаются вручную, когда мне нужно, да? С этим что-то делать я не вижу смысла. А вот регуляторы будут на экономии стоять. Я закину в автолад. Чтобы не спотыкаться. Дальше, что по компьютеру? У нас Autolite сокет, который сверху был. Это будет газ-кулер контроллер. И что, он помнит последний код, да? Сейчас я его вырежу. Напишу здесь какой-нибудь комментарий. Помню сохранение. Запись сделаю. 74 байта. Здесь сколько байт? 444 все-таки. Хорошо, разные. Че такой прикол? Я пока внутри, я же могу его выключать. Но я же об этом забуду. Хорошо. Сюда я напрямую буду подключать регуляторы, потому что... Почему? Ну, потому что когда я буду массово считывать все регуляторы, то это будут все. И вот эти тоже. Которые на самом деле не надо. Значит, тогда надо прицепить первый регулятор. Или
ту систему, которая замеряет датчик, вот, анализатор газа в хладагене. Хорошо. Дальше. То, чем я управлять собираюсь. Еще регуляторы. Регулятор хладаген выпуск. Это, это выпуск. И это выпуск. Надо впуск найти, который... Это выпуск. Накачка. Значит, на двоечке у меня накачка, а на троечке выпуск. Двоечки. Накачка. Выпуск. Так. С нуля начинается. А на нолике анализатор. Теперь вспоминаем, вспомнить бы. Делается считывание. Надо вычитать из анализатора reading from device. Пример берем. Константы мы как берем. Шами понятно. И его определить девайс. Девайс функции. А девайс определение где? Ага. Девайс, имя девайса T0. Значит, девайс анализатора датчик. Скажем так, девайс А. У нас будет T0. Девайс первый. Девайс регулятор второй. Это будет D2. Сейчас еще раз сверю. Девайс, имя девайса равно. Да, все верно. Теперь смотрим, как эти девайсы правильно называются. Регулятор давления.
Back pressure регулятор. Ну, я хочу использовать как бы названия, которые в игре есть, чтобы не выдумывать какие-то эфемерные. Будет back pressure регулятор, только какой регулятор? Это не back, это у нас впуск и выпуск, да? Один будет выпуск out, второй будет in. Здесь главное не перепутать. На единичке у меня стоит накачка. Внутрь накачиваем. А на двоечке у меня стоит выпуск. А на нолике анализатор. Кто такой анализатор? Как его там? Он вообще как-то типа Pipe Analyzer называться должен. Ну да, он так и называется, Pipe Analyzer. Item Pipe Analyzer. Есть. Теперь мне надо что сделать? Если, то есть написать какое-то условие. Мне надо давление. И если давление меньше каких-нибудь там 6 килопаскалей, то мне надо включить in pressure регулятор. Если давление больше 6000, тогда мне надо включить out pressure. Вроде бы логично. Еще раз проговариваю. Значит, если в трубе давление начинает превышать 6000 килопаскалей, тогда пора включать выходной регулятор и держать его включенным, пока давление не нормализуется. Если давление меньше 6000, то есть недостаточное, нам нужно включить накачку. Но есть нюанс. В баке может не быть достаточного давления, чтобы дать эту накачку. То есть у нас in pressure при наших 3,5 мегапаскалях он будет в холостую включен, потому что у нас банально нет газа в резервуаре. Значит, нужно еще узнать, сколько газа в резервуаре. Я это сохраняю. Схожу, посмотрю, что у меня с резервуаром, как я могу к нему подключиться. Вот у меня резервуар. У него есть выход. Я сейчас этот выход соединю с основной сетью. Надо его как-то обозвать теперь. Этот бак. У нас будет углекислый газ, бак. Цистерна. Газовая цистерна. Кислый газ.
В нем же сейчас нет давления вообще, да? Конечно, нет. Что в общем здесь? Ну, тут еще есть немножко всего понемножку, но я пока не буду это все включать. Его надо тоже тут цистерну поставить на какую-то из пинов. А там на букву Г по-русски названо газовый резервуар. Вот она. Газовая цистерна углекислый газ. Это у нас 0,3. Пин третий. Пин четвертый, но с нуля же. Критический уровень воздуха в резервуаре. У нас девайс с газовой цистерной. Хотел танк слово написать. Изолированная газовая цистерна. Kit Tank Isolated. Вот. Давай назовем его Tank Isolated. А здесь у нас будет карбон, наверное. Он диоксид. Назовем его просто карбон. Вот, значит, вот этот вот in pressure, по нему у нас есть еще одно условие. Если карбон танк имеет хоть что-то, давление больше 0, тогда мы будем включать. Иначе его нет смысла включать. Так. Теперь мне надо посмотреть, как эти ифы у них пишутся. Условные такие конструкции. Если то, то вот то. Или можно через математические вычисления знаки больше-меньше. Ну хорошо. Right, мне надо set on device. Только не batch, это обычный. Просто set. Значит, set device, значение. Его сделаем так. Куда мы? Pipe Analyzer. In Pressure регулятор. Будем накачкой заниматься. Мы его включаем. Если сейчас сделаем такую переменную. Let будет название. Let это ключевое слово, которое создает переменную
которая может быть изменена. Назовем его так. Если он включен. Сюда будем писать какое-нибудь пока пустое. True. Так. Ну и, собственно, второй момент. Он будет и включаться, и выключаться в зависимости от вот этой переменной. И второй сделаем тоже set, только я скопирую, конечно, быстрее будет. Второй out pressure регулятор мы будем включать, если он должен быть включен. А должен ли он быть включен, мы создадим переменную. Теперь нужно вычислить значение этих переменных. Теперь нам надо посмотреть давление в анализаторе. Там должно быть pressure, скорее всего. Меньше, да? Да, больше. Больше. Target pressure. Что такое target pressure? Если можно как-то вот это все подвигать, нет? Да. Target pressure это у нас будет константа. Это будет то давление, которое у нас считается требуемым. Я перенес на новую строку текст. Благодаря тому, что у нас стоит точка с запятой в конце каждой строки и позволяет этому анализатору кода понимать, где заканчивается команда, то мы можем переносить на новую строку. Работает прекрасно. И второе, значит, вот это условие будет более сложное. Кстати, а если я здесь вот так напишу, он будет работать? Нет. Я чисто угадал, что вот этот pressure существует. Пойдем посмотрим, что там на самом деле есть. Анализатор. Pipe Analyzer. Какие у него есть свойства? Температура, вот pressure, давление. Правильно, точка pressure с большой буквы. Точка pressure, все правильно. Дальше мы берем, смотрим, если давление меньше требуемого, то сработает и логическое или не сработает в этом синтаксисе. И в танке давление больше нуля. Теперь посмотрим, как это и работает. End, да? Если я на или поменяю, да, он удупляет. Здесь стоит или, вот он на or поменял. Работает. Отлично. Значит, условия соблюдаются, будем включать. Не соблюдается, не будем включать. Комментарии я здесь пока оставлю. Сохраняем это дело. Выгружаем. И смотрим. Чего ругаешься? Ошибка incorrect variable, строка 0.
А, здравствуйте, приехали. Я понял. Я все понял. Я затер код, который был в старом чипе. Это в газкулер экспорт. Сюда надо записать заново тот код, который работает на включение лампочек. Потому что кто я? Молодец. И, конечно же, я его, наверное, не помню, да, этот код. Что у меня здесь есть? Библиотека. Нет, в библиотеке у меня ничего нет. Да, да. Хорошо. Что такое детектор? Это лампочка. Это light socket. Детектор повесим куда-нибудь на нолик сразу. Его быстро найти. Нужно сеть ограничить. Совершенно вандальным способом. Это и данные. Мы его обвандалим. Так делать нельзя. Нельзя делать, чтобы сеть была перепутана со всеми остальными сетями. Сразу наглядный пример. Датчик присутствия. Светильник, да? Светильник. Ну, эти два сделаем сначала. Датчик присутствия и светильник. На нуле датчик, на единичке светильник. Надо внимательно смотреть, куда пишешь. Так. На нолике у нас будет вектор. Есть такое или нет такого?
Сенсор. Там датчик присутствия occupancy. Occupancy sensor. Значит, это occupancy sensor. Здесь у нас будет lighter. Светильник. Мы lighter включаем. Если occupancy sensor weight равен единице. Да? Похоже, что да. Auto light socket. Записываем. Работает. Только на эту лампочку. Теперь берем все эти светильники. И светильники. Маленькие круглые светильники. Префаб их берем. Префаб будем записывать. Вспомнить как. Writing to devices. As budget. Надо хэш. Бачить запись. Хэш. Structure light round small. Берем. Будет auto light sensor. Значит, я взял лайтер, мне теперь не надо. Вот это. Писать. Если условие activate соответствует единице. Так. Не соответствует. $270 байт. Рейд 1. Должно работать. Мгм. Забыла. Записать. Ну, теперь надо все светильники на нормальные поменять, на маленькие.
Не работает? Не работает. Раз светильник. Светильник 3. У меня же больше нет. И вот тут еще 4. Ну а чё он так он? Это типа работает. Если я выйду. А, я понял. Я вспомнил, да. Во всех этих скриптах надо делать луп, потому что работает он только раз. Когда ты делаешь запись, собственно, один раз он сработает за всю жизнь свою. Соответственно, мне надо вот это вот сделать луп. Здесь yield сделать. Пустить один тик. Теперь оно будет работать корректно. Я перенес на новую строчку, чтобы удобнее было просто читать. Вот это все как бы влияет. Вот. Теперь оно будет работать. Да, запись. Теперь с газовым кулером. Тут надо импорт кода сделать. Экспорт. Порт. На native включиться. Потянуть код. Чистить, копировать, вставить. Это была здесь такая штука. Тянуть код с этого сокета. Вот. Втянул. Вот он втянулся. Тут нам надо вот эти вот условия держать все время в цикле. Как я мог забыть? Как элементарно. Я программирую на скриптовых языках. TypeScript. Там код выполняется браузером, интерпретатором по запросу. А здесь код выполняется постоянно в бесконечном цикле. Либо один раз. Немножко другая специфика. Соответственно, легко об этом забыть. Экспорт. Да, GasCooler Control. Экспорт. $537 байт. Тут 308 байт. Это наш работает. Вот этот цвет, он у нас в другой сети находится. Находится в сети вот этого вот замкнутого контура, который отвечает только за дверь. Пойдем посмотрим, что мы там наворотили с давлением газов, проверим. Надо одеть скафандр и выйти на улицу. Должны регуляторы в данный момент быть отключены. Кстати, насчет отключенных регуляторов. У нас же тут есть немножко углекислого газа. А не, я его туда не пущу. Посмотрим. 54. У нас работает постоянный анализатор. Вот они выключены оба. Если я сейчас включу, он должен выключиться. Этот тоже должен сразу выключиться. Потому что условия не соблюдаются для его включения. Вот. Как-то так. Получилось. Экономия. Но мы теперь тратим 50 Вт. Зато не 200 Вт в постоянном режиме. В следующую серию я буду писать код, который позволит, наверное, вот этот генератор оптимизировать. Сколько здесь получается? Раз, два, три, четыре.
5, 6, 7. Это уже 70 ватт. Тут 70 ватт тратим. Ну, как бы его ради... То есть, если там я сэкономил 150 ватт, то от 70 ватт останется только 20 на экономии. То есть, может быть, и нет смысла сейчас этим заниматься. Подумаю, чем заняться в следующую серию. Здесь еще на самом деле много всего, что нужно делать. Прям очень много. Спасибо, дорогой друг, что был со мной на этом видео. Спасибо за твои лайки, комментарии и поддержку. Следующее видео выйдет завтра. Подписывайся, приходи. Пока.